Тема 707. Безопасная табурет-ступенька для ребенка. Американские бабушки и дедушка так беспокоились за своего внука, который залезал на стол, чтобы поучаствовать в семейных мероприятиях, что придумали для него безопасный табурет-ступеньку. Он выглядит как обычная ступенька, которую продают в обычных хозяйственных магазинах, теперь даже и у нас, но у нее дополнительные защитные планки, которые не дают ребенку с нее упасть. Ребенок залезает в нее сам. И она не опрокинется назад, даже если ребенок прислонится спиной к задней рейке, от этого защищает нижняя ступенька. Высота верхней доски регулируется. Поэтому ее можно настраивать под разный рост ребенка. По низу ступеньки прошит войлок, поэтому она просто скользит по полу, не царапая его. И так как эта ступенька достаточно легкая, ее вес 6 килограммов, ребенок спокойно ее передвигает сам по полу, устанавливая в то место, где ему нужно. У бабушкиного кухонного стола, у дедушкиного верстака или у умывальника в ванной или на кухне. Не знаю, есть ли где еще подобный товар, но дедушка, решивший продавать свое изобретение на ЕЦ, за год продал 451 штуку, примерно по январь 5 года штуки в день. Смотрите сами на его продающей страничке ec.com /shop /telegram 100 punta. Безо всякой раскрутки, об этом я сужу по очень скромному оформлению его интернет-магазина на ЕЦ. Причем, цена этой табурет-ступеньки – $99, и доставка по США составляет примерно $50–60. Наверное, никто ее в США больше не выпускает. На нашем рынке я тоже подобных ступенек не видела. А учитывая то, что американский дедушка продает свою табуретку-ступеньку только на территории США, вы можете захватить весь мир, или хотя бы Россию, если будете делать и выпускать ее здесь и рассылать по всему миру. Можно не копировать американский вариант, а сделать свой, там делать нечего, даже я смогла бы, если бы не боялась посадить занозу. Дополнение. Я нашла на ЕЦ еще одного рукодельника, который начал делать подобные ступеньки для детей. Это жительница Латвии, из города Икшкиле, примерно 8300 жителей. Она делает подобные ступеньки более изящными и легкими, из бирюзовой фанеры. И хоть такое сооружение не регулируется по высоте, оно более легкое, чем американское. У него и себестоимость ниже, и цена – $60, против американских $99. И латвийская рукодельница продала уже 540 таких ступенек, со страницы ec.com /shop /tt. Кроме того, она делает совмещенный вариант – ступенька-столик. Эту ступеньку можно использовать и как ступеньку, и как столик, благодаря раскладывающейся конструкции и набору петель и замочков. И такие ступеньки-столики берут даже охотнее, чем просто ступеньки. Рукодельница продает их по $77. Свой рукодельный бизнес на ЕЦ латвийка начала позже американцев, но по количеству проданных ступенек она их уже обогнала. Если раньше она рукоделила в подвале собственного дома, то теперь перевезла свое производство в просторный цех. С одной стороны, латвийка – ваш конкурент. С другой стороны, она подтверждает высокий спрос на подобные табуреты-ступеньки, и дает пример тому, что американцы будут покупать аналогичный товар и у неамериканцев, если он сделан лучше и дешевле. С третьей стороны, латвийка отправляет свои ступеньки в ограниченное количество стран, России среди этих стран нет, так что как минимум российская территория свободна от ЕЕ и американского влияния. Кроме того, остается свободной территория множества других стран, куда ни американский, ни латвийские рукодельники свои ступеньки не отправляют.
Подпишись на канал Идеи домашнего бизнеса и жми колокольчик для уведомления о действиях канала.